Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, и это канал о вязании. В этом видеоролике я буду вязать мини-сумочку из одного шнура карамель. Вот его характеристики. Такие мини-сумочки сейчас популярны и актуальны как никогда, и связать такую сумочку можно практически за один вечер. Для этого нам потребуется один моток пряжи, как я уже сказала, крючок номер 5, это будет основной инструмент, и также крючок номер 3 для провязывания донышка. В качестве донышка у меня вот такая готовая заготовка, и в качестве клапана этой сумочки у меня тоже вот такая готовая заготовка. То есть фактически все, что мне остается, это связать тело сумочки. Пряжа, фурнитура, заготовки, все это у меня от пряжи Центр, и скидку и промокод на пряжу в 5% вы, как всегда, найдете внизу под видео. Начну вязание этой сумки с обвязывания донышка. Так, от мотка я отматываю хвостик, потому что соединять ряды буду в этом узоре хвостиком. Беру свою заготовку, и изначально мне нужно сделать обвязку по периметру соединительными петлями. Начинать обвязку я буду с одной из малых сторон. Вставляю крючок в отверстие. Фактически крючок нужно взять такой толщины, который будет проходить в это отверстие. 3 мм сюда прекрасно подходит. Подхватываю рабочую нить. Хвостик длинный, примерно 1,5 метра. И вытаскиваю. В следующую точку подхватываю опять рабочую нить. Одну петлю через другую. Здесь я не стесняюсь. Вытаскиваю петлю подлиннее, повыше, и прохожусь так соединительными петлями по периметру своего донышка. По одной соединительной петле в каждое отверстие. До конца ряда. В конце ряда, когда у меня остается одна точка, все это время я вязала рабочей ниткой, которая идет от клубка. Я опять-таки вставляю крючок в эту точку, и здесь я подхватываю уже хвостик. Делаю соединительную петлю хвостиком и вытаскиваю этот хвостик на лицо. Дальше вставляю крючок под первое соединительное звено, опять-таки подхватываю хвостик и снова вытаскиваю его. И затем вставляю крючок с изнанки на лицо, вот так, то есть в ту точку, откуда выходит половинка последней петли. Подхватываю хвостик и теперь вывожу его наизнанку. Обвязка по периметру моего донышка закончена. Теперь первый ряд обвязки донышка. Вот это у меня хвостик, а вот это рабочая нитка. Начинать я буду в точку, откуда выходит хвостик. Мне нужно будет просто удвоить каждую вторую точку. То есть сделать одну прибавку в каждую вторую точку. Итак, вставляю крючок номер 3, он проходит в отверстие. Вот так. Подхватываю рабочую нить, вывожу ее, делаю петлю подъема. В следующую точку делаю прибавку, то есть 2 столбика без накида в одну точку. Раз, два. В следующую точку опять 1 столбик без накида. Следующую опять 2, и так чередую до конца ряда. Дошла я до конца ряда, сделала 35 петель, включаю первую подъемную, и теперь делаю 36-ю петлю вот в эту точку. Здесь у меня получается прибавка, и по рисунку тоже прибавка. Вставляю крючок, подхватываю рабочую нить, вывожу ее, а вот шапочку этого столбика я доделываю уже хвостиком. Подхватываю хвостик и вытаскиваю его через петлю. Дальше вставляю крючок под первую горизонтальную петлю. Подхватываю хвостик, тоже вывожу его, и с изнаночной стороны завожу крючок в перемычку
последнего столбика и в шапочку. Подхватываю хвостик и опять его вывожу. Вот такой получается донышко. Очень аккуратно оно получается обвязано при таком способе, и обрезать нити не приходится. Дальше перехожу к вязанию первого ряда стеночек. Первый ряд будет состоять тоже из обычных столбиков без накида. Откладываю хвостик вправо. Вот так. Здесь, видите, получается, не хватает одной ножки из петли, и сейчас мы ее сделаем. Вставляю крючок, уже беру 5 миллиметров, вставляю крючок в точку, откуда выходит хвостик, вот так, в косичку и в перемычку. Подхватываю рабочую нить, делаю петлю подъема. Опять в косичку, перемычку, подхватываю рабочую нить, делаю петлю подъема. Делаю столбик без накида. В косичку, в перемычку, делаю столбик без накида. И прохожусь так по одному столбику без накида в каждую точку до конца ряда. В конце делаю бесшовное соединение с помощью хвостика. Последний столбик делается вот в эту точку. В косичку, в перемычку, подхватываю рабочую нитку и шапочку от этой петли я провязываю уже хвостиком, точно так же, как в предыдущем ряду. Здесь опять вставляю крючок под первую горизонтальную петлю, вот так, подхватываю хвостик, увожу его наизнанку, подтягиваю, и дальше вот здесь с изнаночной стороны вставляю крючок в верхнюю петлю столбика, подхватываю хвостик, тоже увожу его, загибаю края. Вот у меня первый ряд готов, и также готова уже обвязанная донышко. Так, дальше перехожу к вязанию самого узора. Смотрите, сам узор будет практически идентичен обычным столбикам без накида, с одной небольшой разницей. Вставляю крючок в шапочку, делаю сначала первую подъемную петлю, ее я делаю вот в эту петлю, которая движется, если я тяну за хвостик. Вставляю крючок в шапочку с лицевой стороны, в косичку, а с изнанки в раскол. То есть вот так должно получиться. Вот смотрите, как я вставляю. Вот галочка петли, вот шапочка предыдущей петли. Вот так я вставляю, и с изнанки у меня крючок выходит между вот этих нитей. Здесь подхватываю рабочую нить, делаю петлю подъема. Давайте покажу еще раз. То есть как бы с лица, как обычный столбик, я пытаюсь завести крючок, но увожу его под петлю, под галочку, и там с изнанки делаю в раскол. Вот так. Вот одна нитка, вот вторая. Это получается в раскол лишь с изнанки. А раскол с лица как бы делается вот так, да? То есть вот так же должен выйти у меня крючок. А если это будет обычный столбик, то крючок тогда выйдет вот здесь, исключительно под кромочной косичкой. А вот этот вот косой столбик, он выйдет с лица, как бы так же, как и обычный столбик, а с изнанки между нитей, и он там будет в раскол. Подхватываю рабочую нить, вывожу ее. Вот что получается с изнаночной стороны. Продолжаю так до конца ряда. Еще раз. Здесь как обычный столбик завожу, а там в раскол. Вот так. И получается, столбики начинают немножко косить влево. Продолжаю так до конца ряда. Так, последний столбик тоже с лица, а с изнанки увожу его в раскол. Здесь, кстати, у него ножек не хватает у последнего столбика. И здесь, по-моему, одна только ножка. То есть я за нее и делаю так, чтобы эта ножка у меня вот была справа, получается, от крючка.
Шапочку делаю опять рабочей ниткой. Наоборот, ножку делаю рабочей ниткой, а шапочку делаю хвостиком. Вывожу хвостик. Здесь вот я его подтягиваю. Ну и, как всегда, делаю соединение с помощью хвостика. Под первую горизонтальную петлю вставляю крючок. Вот так. Так, здесь подхватываю хвостик, вывожу его наизнанку. Так, и с изнаночной стороны я завожу его в верхнюю косичку последнего столбика. Вот так. Вот таким получается узор. Он достаточно плотный, хорошо держит форму. Пока ничего не видно, да, я согласна. Вот, ну, продолжаю вязать так. Дальше снова вставляю крючок. Вот у меня точка, откуда выходит хвостик, и в следующую я начинаю делать подъемную петлю. Вставляю крючок с лица как бы под косичку, а с изнанки в раскол. Вот видно. Хорошо, раз нитка, два нитка, между ними вышел крючок. Подхватываю рабочую нить, делаю воздушную петлю. В следующую точку уже вяжу столбики без накида. Все остальные ряды вяжутся точно так же, они будут идентичны этому ряду и предыдущему. И сейчас мне кажется видно, что если провязать столбик без накида таким способом, то вот он, видите, он сплющивается и как бы уходит немножко влево. Продолжаю вязать так до конца ряда на нужную высоту. В конце каждого ряда делаю бесшовное соединение хвостиком. Один небольшой совет при провязывании этого узора: ножку петли, то есть ту петлю, которую я делаю в первом движении, не стесняться вытаскивать. Вот так вот ее вытаскивайте на полную длину. Не надо делать ее вот такой вот куцей, короткой, потому что весь узор будет перетянутый. Вытаскивайте эту петлю прям вот не стесняясь и дальше провязываете шапочку. И посмотрите, какое красивое получается вафельное полотно. В этом цвете оно мне особенно напоминает вафельку и выглядит очень аппетитно. Провязала я 19 рядов в высоту. Это будет приблизительно 15 сантиметров. И в 20 ряду, 20 ряд будет последним, я буду крепить кольца. У меня вот такие неразъемные кольца, полукольца на этот раз. Намечаю просто место, куда я буду их ввязывать. То есть это будет где-то сбоку, с двух сторон. Беру крючок. Начинаю вязать ряд как обычно. С воздушной петли в раскол сзади, а с лица традиционно. Так, следующий столбик без накида. И вот я подошла к петлям, которые как раз находятся у меня на сгибе, и буду ввязывать свое полукольцо. Так, крючок в полукольцо и затем в петлю. И делаю обычный, ну не обычный, а делаю по рисунку столбик без накида. Такой же, как мы делали до этого. Только теперь еще и привязываю колечко. Так. И еще третьей петлей его закреплю для верности. Так. Дальше перехожу на вязание этого ряда уже вне полукольца. С противоположного края не забываю точно так же привязать второе полукольцо. После того, как ввязаны полукольца, остается еще сделать отделочный ряд из соединительных петель по периметру этой сумки, для того, чтобы еще и пришить клапан. Итак, складываю свое изделие пополам, беру готовый клапан и просто намечаю точки, где он должен быть пришит. Сюда вот можно поставить маркеры. Делаю все на глаз. Теперь считаю, сколько у меня петель от маркера до маркера. У меня получается 13 петель, а самих отверстий на клапане у меня 10. То есть где-то мне придется сделать, где-то придется петлю пропустить, когда буду обвязывать клапан. Ну и перехожу уже к обвязке первого ряда соединительными петлями. Так. Здесь сразу у меня начинается точка,
куда должен быть сделан, куда должен быть пришит клапан. Беру крючок поменьше, в эту точку вставляю крючок и вот последнюю петлю пришиваю в следующую точку и одну петлю через другую. Так вот. Дальше я возьму свой обычный крючок номер 5 и прохожусь по периметру сумочки соединительными петлями. Вкалываю крючок просто под кромочную косичку. Не делаю никаких раскалывающих движений с изнаночной стороны. Мне кажется, это уже лишним при обвязке. И дохожу вот до этой точки, и здесь как бы встречаемся. В точке начала пришивания клапана я меняю крючок на более мелкий номер. Так, кладу клапан и начинаю его пришивать соединительными стежками. То есть вставляю крючок в отверстие на клапане и затем в отверстие, ну, под косичку, точно так же, да. Вывожу нить. Немного неудобно это делать. Одну петлю через другую. Я помню, что отверстие на сумочке у меня на 3 больше, чем отверстие на клапане. Поэтому в следующую точку я, наверное, одну косичку пропущу и вколю крючок через одну. Вот так. Подхватываю. Вывожу. Дальше делаю несколько стежков в каждую косичку, да? Подхватываю, вывожу, подхватываю опять. Так вот. Так, в центре я, наверное, опять пропущу одно звено на сумочке. С лицевой стороны это, кстати, совершенно незаметно. Дальше опять в каждое делаю. Так, и вот в последнем тоже пропущу. Ставлю вот так крючок. Дальше нить я вывожу на лицо. Здесь уже остается достаточно небольшой клубочек. Его не составит труда вывести. Так. Вставляю крючок под первое звено. Так, теперь подхватываю ниточку рабочую, вывожу ее. Так, и теперь с изнанки вставляю крючок туда, откуда выходит. Вот сюда. И в петельку. Так вот. Вот так должен выйти крючок. Снова подхватываю ниточку. И снова вывожу ее наизнанку. Сгибаю клапан сумочки и смотрю, чтобы все было ровно, симметрично и красиво. Нити дальше можно обрезать, заплавить и спрятать хвостики внутри вязаного ряда. Из фурнитуры под золото у меня есть вот такой вот замочек и вот такой. Кстати, вся фурнитура, как и клапан, и пряжа у меня от пряжи Центр. Но вот у этого очень короткие усики. И опять-таки у меня получился довольно плотный узор. Я боюсь, что я такие короткие усики не смогу загнуть на этом толстом полотне. Поэтому опять, наверное, остановлюсь вот на этом кругленьком. У него усики чуть-чуть длиннее, и я уже ставила такие замочки, мне они очень нравятся. Верхняя часть здесь на усиках, она устанавливается вообще очень легко, то есть просто нужно наметить место, и затем можно руками или плоскогубцами сжать вот эту верхнюю часть замка. А нижняя, она на таких вот усиках, которые с изнаночной стороны закрепляются вот этой пластинкой, вот так вот, и затем усики зажимаются. То есть нижнюю часть я установлю за кадром.
Вот такая самая обыкновенная ручка цепь. И вот такая сумочка в итоге получилась у меня. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, оно оказалось для вас полезным. Не забывайте про свои лайки. Если что-то было непонятно, пишите об этом в комментариях. Спасибо за внимание. Пока-пока.